Друзья, немного хороших новостей есть у меня для вас от лучшего вокалиста мира, от Димаша Кудайбергена. Вы все его, конечно, знаете, потому что это тот вокалист, увидев которого однажды, его никогда не забудешь. И он радует нас хорошими новостями. Точнее, даже я начну с новости, которая пришла к нам прямиком из Мексики. Дело в том, что мексиканские поклонники Димаша Кудайбергена, они организовали показ его клипа Fly Away прямо в метро. И это невероятно круто, потому что огромное количество людей, которые, может быть, никогда даже не слышали Димаша, которых нету ни в Ютубе, нету, может быть, ни в Инстаграме, нигде. Они не пользуются соцсетями, просто ездят каждый день на метро, и они вот узнают о Димаше. А это, безусловно, очень хорошо для продвижения его таланта. Тем более, что, я вам, друзья, расскажу, у нас на наших каналах было огромное количество зрителей, которые узнали о Димаше впервые из Латинской Америки. Более 150 миллионов просмотров были на наших каналах. И сейчас, кстати, огромное количество зрителей у нас из Латинской Америки, поэтому передаю им большой привет. Saludos, amigos, buenos días. Или Buenas noches, смотря в какое время вы смотрите вот этот вот выпуск. И у меня даже, друзья, есть кое-какие материалы. Дело в том, что поклонники Димаша из Мексики, мексиканский фан-клуб, они и наши большие друзья. В общем, у меня для вас есть, друзья, и фотографии, и видео, и выглядит это, конечно, нереально круто, потому что Димаш — это вокалист из Казахстана, который поет, конечно, он поет на самых разных языках, на 11 языках мира поет, но в основном же его репертуар — это песни на казахском языке. И вот удивительно, да, казахский певец и пользуется такой любовью у поклонников из Латинской Америки. Чувствую я, что все-таки, наверное, действительно в 2023 году, Димаш сам сказал, что в 2023 году будет шанс, точнее, есть мысли о том, чтобы организовать концерт в Латинской Америке. И вот постепенно, мне кажется, что мексиканский Диарс приближает именно Мексику к тому, чтобы принять концерт Димаша в 2023 году. Чувствую, сейчас вот после нашего выпуска начнется такая небольшая байга, и все страны Латинской Америки будут устраивать различные промо-акции для того, чтобы Димаш именно к ним приехал в гости с концертом. Хотя я думаю, что на самом деле, если будет концерт в Латинской Америке, туда съедутся зрители со всего мира, не только вот с Латинской Америки, и я думаю, что и с Америки приедут, и с Европы. Очень бы мне тоже хотелось побывать в Латинской Америке, может быть, будет шанс такой. В общем, вот такая вот великолепная, замечательная новость. Диарс из Латинской Америки, Диарс из Мексики, большие молодцы. Я знаю, что ваша любовь к Димашу, она просто безгранична. Я даже могу сказать, что вот мне здесь из Алании очень приятно наблюдать за тем, что вы делаете. И, конечно, огромное спасибо, что делитесь с нами материалами. Ну и, конечно, такая вот небольшая реклама, она как никогда кстати, потому что у Димаша 23 сентября в Алмате состоится его первый сольный концерт в культурной столице, состоится концерт на центральном стадионе города Алматы. Это буквально через 2 недели уже съедутся люди со всего мира. Я уверен, что будут гости не только из Казахстана, а будут гости со всего мира, которые приедут в Алматы. Будет шанс у них не только посмотреть и на Димаша, но и также на себе прочувствовать невероятное казахское гостеприимство. И вот я знаю, что будет организовано и мероприятие, которое будет сопровождать концерт, будет и при-пати. И также Димаш объявил, что кроме концерта также состоится и фан-встреча. Это такого еще не было. Это какое-то удивительное вообще событие. Фан-встреча состоится на Алматы-арена. И такой вот какой-то необычный формат предлагается. Дело в том, что будет, вот обещают увлекательную программу, камерное выступление, подготовленное Димашем и его друзьями специально для этой встречи, интересные интерактивы, розыгрыши эксклюзивных призов, возможность сфотографироваться с артистом и многое другое. Информация о приобретении билетов на фан-встречу будет объявлена уже в ближайшее время. Следите за новостями. Получается, что, друзья, вот первый концерт состоится на центральном стадионе. Это будет большой стадион, это огромная арена, порядка 30 тысяч человек она вмещает. И вот второй на
Алматы-арена. Алматы-арена — это стадион поменьше. Мне кажется, что около 10 тысяч, я не уверен, но вроде около 10 тысяч зрителей он может вмещать. Большой сюрприз и большой подарок от Димаша для всех, кто собирается посетить его концерт. Дело в том, что Казахстан вообще славится своим гостеприимством, славится своей благодарностью. И мне кажется, что вот это вот мероприятие — это такая благодарность Димаша для всех тех, кто приедет к нему на концерт. И такое тоже, как такое гостеприимство. Потому что, я уверен, что на концерте очень мало будет шансов. Я знаю, что Дирс обычно... Все самые преданные Дирс, они ждут артиста после концерта для того, чтобы подарить ему цветы, чтобы сказать слова благодарности, чтобы, может, сфотографироваться или взять автограф. Но не всегда получается, что после концерта у артиста остаются силы, у Димаша особенно, потому что он полностью выкладывается во время концерта, остаются силы на то, чтобы еще и отдать немного своего внимания для поклонников. Конечно, Димаш это делает. После каждого концерта он старается уделить время тем, кто его ждет, принимает подарки и цветы, фотографируется, раздает автографы. Но вот то, что он решил организовать отдельно еще фан-встречу, это очень круто, и я уверен, что это очень, очень такой будет приятный большой подарок для всех его поклонников. Кроме этого, есть еще ряд подарков, которые Димаш готовит. Не знаю, когда, правда, они появятся. Например, один из них — это новая серия фильма «Димаш Шоу». Та серия фильмов, где самые разные люди рассказывают о Димаше, рассказывают о его феномене. И, кстати, даже в одном из фильмов и Алга Петербург принял небольшое участие. Но хочу все-таки сказать больше про тот фильм, который появится, не знаю когда, но я надеюсь, что уже скоро. Я думаю, что было бы круто, если бы он был приурочен как раз к концерту или появился бы сразу после концерта. Это фильм, в котором разные агашки, например, Джеки Чан, Асанали Ашимов или Нурлан Унербаев, они рассказывают о Димаше. Я подробностей пока что не могу сказать, пока что я их не знаю, но я уверен, что мнение вот таких вот невероятных людей, заслуженных людей, у которых огромный опыт и невероятная мудрость скрывается за таким опытом жизненным. И я очень заинтригован, очень хочется, мне интересно послушать, что скажут эти уважаемые люди. В общем, такой большой сюрприз готовится. Очень надеюсь, что не будет сильно затягивать и покажет его уже в ближайшее время. Кстати, кроме документального фильма, как оказалось, тот клип, который мы все с вами ждали, тот клип, который мы видели информацию о том, что он снимался и в Калининграде, и еще в Чарынском каньоне недавно были люди, которые приехали в Чарынский каньон как туристы и встретили там Димаша. В общем, немножко оттуда появилась информация, даже были некоторые фрагменты, которые удалось посмотреть, как там идут съемки клипа. В общем, оказывается, это тоже будет такой даже не клип, а целый фильм. В своем инстаграм он написал, что он снял самое дорогое в мире видео для его новой композиции «История одного неба». Он пишет, что начал писать эту композицию 3 года назад, а длительность составит около 12 минут. И тут же добавляет, что это видео может называться коротким музыкальным фильмом, а сценарий для этого фильма он написал сам. Звучит очень интригующе и очень интересно. И, друзья, я хочу сказать, что каждый раз, когда Димаш делает такой анонс, очень много появляется догадок, что же будет, и это все сильно интригует, потому что каждая музыкальная композиция Димаша — это настоящее произведение искусства. А если это произведение искусства еще выходит за рамки музыкальных стандартов, как это будет сейчас, это очень интригует, и я даже боюсь представить, что мы с вами сможем увидеть. Поэтому такой анонс, он очень интересен, и в том числе и для меня, как для исследователя феномена Димаша. И вы знаете, друзья, однажды в истории, это было 40 лет назад, в 1982 году, один американский певец, Майкл Джексон, тоже выпустил музыкальный фильм. И тоже длительность у него была нестандартная, около 13 минут. Я сейчас про музыкальное видео «Триллер», который выпустил Майкл Джексон. И тогда эта его композиция, этот его музыкальный фильм сделала настоящую революцию в мире музыки.
полностью перевернула вот всю музыкальную индустрию. И сейчас, 40 лет спустя, вот есть в мире один вокалист, который сильно выделяется на фоне остальных. И не зря его называют лучшим голосом планеты. И мне кажется, что то, что вот сейчас Димаш для нас готовит, может стать не просто произведением музыкального искусства, а может действительно перевернуть весь музыкальный мир.